Всем привет! Вы на канале По ветру. Сегодня я расскажу вам 10 исторических фактов о Хюррем Султан. Никто не знает, как на самом деле звали Хюррем. Одни историки склонны считать, что ее настоящее имя Анастасия Лисовская. Другие уверены, что она была рождена Александрой. Имя Хюррем ей даровал султан Сулейман. В переводе оно означает «смеющийся», «приносящая радость». Об этом мы уже знаем из сериала. Зрители знают, что Хюррем похитили в районе Крым и привезли в гарем на корабле. Некоторые историки считают, что Анастасия Лисовская родилась в Рокатине, это современная территория Украины. Другие утверждают, что Хюррем все же была полячкой по имени Александра. Также есть мнение, что она родилась в Литве. Мало кто знает, что это не имя, а прозвище. Всех славянок в гареме называли Роксоланами. Дело в том, что на османских картах часть земель Восточной Европы называлась Роксоланией. В Европе об этом не знали. Поэтому решили, что Роксолана – это настоящее, не мусульманское, имя Хюррем. В сериале «Великолепный век» этот момент искажен и опущен. Раньше султанский гарем находился в другой части Стамбула. Хюррем не хотела упускать султана из поля зрения ни на минуту, поэтому убедила его перевести всех девушек в Топкапы. Там гарем и остался. В сериале «Великолепный век» так называли всех султанских жен. На самом деле титул был придуман специально для Хюррем, чтобы подчеркнуть ее статус. То есть ранее его никто не носил. Мать Сулеймана Великолепного не могла быть хасики для своего покойного супруга, хоть и являлась его законной женой. Многие привыкли ассоциировать Хюррем с рыжеволосой красавицей-актрисой Мерием Узерли из сериала «Великолепный век». Однако историки утверждают, что Роксолана, как и другие девушки из гарема, не могла быть такой стройной. Султаны любили полных женщин. Кроме того, ее отличал нос с горбинкой. А вот рыжие волосы и яркие глаза – правда. В «Великолепном веке» Хюррем избавлялась от соперниц изощренно и красиво. Однако историкам известно, что чаще всего она жестоко казнила соперниц. По приказу хасики Султан, неугодную девушку сажали в кожаный мешок в компании ядовитой змеи и разъяренной кошки. В волю позабавившись, Хюррем приказывала выпустить зверей и положить внутрь камень. Затем мешок сбрасывали в Босфор. Вот почему девушки были счастливы, когда их казнили путем простого удушения. В сериале нам так и не показали, насколько широко была известна Хюррем. Ей посвящали стихи, картины и повести. Ее с придыханием называли Ля Султана Росса, русская султанша. Ее боялись и уважали. А современники и потомки еще долго называли Хюррем самой великой женщиной в истории. Мы с умилением следили за красивой перепиской Сулеймана и Хюррем. На самом деле историки нашли всего 14 посланий от Роксоланы. Они были красивыми и нежными. Однако нет ни одного факта, подтверждающего, что султан ей отвечал. Он слагал о любимой хасики стихи. Но они остались в его дневнике. Куда пропали письма, неизвестно. Так как султаны не были ограничены в количестве прекрасных наложниц, даже рождение одного ребенка от султана считалось неслыханным счастьем и удачей. Однако у Роксоланы получилось не только привязать к себе Сулеймана на всю жизнь, что не мешало ему увлекаться другими женщинами, но и родить от него 6 детей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и пишите в комментариях, про кого вы бы хотели узнать еще исторических фактов.